Всем привет! Меня зовут Наташа Кинза. И это мои ноги в красивых-красивых носочках. Такие подарочные носочки у меня получились, как зефирки. Розовенькие. Вы можете, конечно, связать из своей пряжи, какая у вас есть. Пряжа требуется на размер 37-38, совсем немножечко. Если вам нравятся такие носочки, давайте вязать. Для работы нам потребуется пряжа. У меня вот такая пряжа есть. Ой, даже не буду читать вам название. Вот сами прочитайте, язык сломаешь. Называется. 50 грамм, 130 метров. Здесь состав полиакрил. Почему вяжу из такой пряжи? Потому что носочки из такой пряжи получаются очень мягкие, комфортные в носке. И они не закатываются практически. То есть устойчивые к закатыванию. Спицы чулочные, 5 штук, 4 миллиметра. Вы подбираете, конечно, толщину спиц под свою пряжу. И одна дополнительная спица. Бамбуковой у меня не было, у меня была вот такая, даже не знаю, какой у нее размер. Это для того, чтобы нам вязать вот эти вот ораны, косички. Ножнички. И если вы хотите вязать вот такую каемочку по краю носочка, значит, вам потребуется крючок. Подбирайте под толщину своей пряжи. У меня 2,5 крючочек. Начинаем набор петель. Оставляем хвостик примерно 50 сантиметров. И делаем набор петелек. Вы можете набирать так, как вы привыкли. Я привыкла старым бабушкиным способом делать набор. Вот так. Сейчас медленно покажу пару раз. Если кто-то не умеет вдруг. На большой указательный палец растягиваете ниточку. Сперва продеваете между пальцами под пряжу, потом под ниточку на большом пальце и на указательном. Все это опускаете в петельку на большом пальце и большой палец опускаете, затягиваем. Вот у нас получилось 2 петельки. Дальше у нас идет нитка вот таким образом. Под большой палец, на указательный, на большой палец как бы в петельку и отпускаем. 3-я петелька у нас родилась. Давайте еще разок. Под большой, над указательным, в петельку на большом пальце и затягиваем петельку. Таким образом, нам нужно набрать 44 петли. Размер носочка у меня получился, ну, я думаю, от 36 и до 39 точно можно растянуть, потому что здесь вязка такая рыхлая и резиночкой связана, видите, сам носочек. Поэтому рассказываю именно на эти размеры. Итак, продолжаем набор мы петель до тех пор, пока у нас не наберется 44 петельки. Вытаскиваем одну спицу, петельки остаются на второй, 44 штуки. Теперь нам нужно их разделить поровну на 4 части, на 4 спицы равномерно. Получается по 11 петель. Сейчас мы будем вязать резинку. Первую только в этом ряду я сниму и вяжу, считаю вот эту 11 петель резинкой 1-1. Хвостик потом подтянется. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Чередуем лицевые и изнаночные петли. Провязали 11 петель, оставляем их на этой спице. Продолжаем вязать дальше. Дальше у нас по рисунку идет вот здесь лицевая, значит следующая изнаночная. Дальше вяжем изнаночной. Первые рядочки всегда не очень удобно, но потом будет проще. Сейчас я так уберу, чтобы она на камеру не моталась. Изнаночная.
1, 2 лицевая, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Здесь мы закончили изнанкой. Следующую спицу добавляем, дальше вяжем, начиная с лицевой, значит, по рисунку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Закончили лицевой, значит, начинаем 5 спицей вязать изнанкой, изнаночными петлями, петлей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 петля. Закончили изнанкой. Поскольку у нас четное количество петель, значит, у нас будет рисунок ровненько, да, заканчиваться с лицевой, начинаться с лицевой, заканчиваться с изнанкой. Теперь нам нужно объединить это все в один круг. Я беру спицы вот таким способом, проверяю, чтобы у меня на одном уровне были все петельки, не перекручивались. Всегда вот эта спица у меня справа, которая возле рабочей спицы, она всегда у меня внизу. Все, и начинаем. Помним, да, что у нас закончилась здесь изнанкой, значит, мы начинаем вязать второй ряд лицевой петлей. Лицевая. Дальше по рисунку вяжем изнаночная. Смотрим, да, лицевая идет. Я берусь за заднюю петлю всегда, я так привыкла. Вы вяжите так, как вы привыкли, неважно, можете брать за переднюю полпетлю, можете за заднюю, как я. Это не имеет никакого значения. Результат будет тот же самый. Все, вяжите по рисунку. Каждый раз у вас будет освобождаться одна спица. Так продевайте на серединку, чтобы спицы не выпали. Очень удобно вязать, кстати, бамбуковыми спицами, когда вот вяжете носочки какие-то, для того, чтобы, ну, как бы не скользят. На железных спицах скользит пряжа, а на бамбуковых нет, и никуда не потеряется она у вас, если вдруг у вас скользкая какая-то пряжа. Закончили лицевой петлей, значит, у нас дальше идет изнаночная спица, вот эта внизу. Продвигаем и начинаем, продолжаем вязать дальше. Изнанка, лицевая, изнанка и так далее. Мы вяжем по кругу. Связать нам надо всего 2 ряда. Первый ряд мы связали с вами вместе, второй вот начали. Второй довязываем до хвостика, ориентируемся на него. Здесь начало и конец ряда. Потом его подтянем здесь наверху, все будет красиво, отверстия этого не будет. Вот, довязываем второй ряд до конца. Связали 2 ряда резиночкой, теперь мы переходим на вязание узора. Узор у нас следующим образом идет. 5 петель мы будем вязать резинкой, как вязали по рисунку. И 6 петель мы будем выбирать на узор. Про узор сейчас расскажу. То есть вяжем, как вязали. 5 петелек резинкой. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжем узор. Узор состоит у нас 1 изнаночная, 4 лицевых,
1, 2, 3, 4 лицевых и 1 изнаночная. На следующей спице у нас тут тоже 11 петель, мы провязываем все то же самое. То есть, видите, смотрим по рисунку, как у нас идет резинка. Несмотря на то, что у нас здесь изнанкой закончилась, мы дальше вяжем по узору резиночку. 5 петель резинкой. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше 6 рядов, 6 петель идет узором. Узор 1 изнанка, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4 и 1 изнаночная. Все, так мы повторяем узор этот до конца ряда. То есть 5 петель резинка, 6 узор, 5 резинка, 6 узор. И по кругу мы будем так вязать, вязать и вязать 3 ряда. Вот первый мы наполовину связали, заканчиваем, еще ряд и еще. И каждый раз у нас по рисунку повторяется этот узор. То есть резинка и узор, резинка, узор, петля в петлю. Связали все, что нам нужно. Вот так пока это выглядит. Узора пока никакого не наблюдается, конечно. Сейчас мы будем в этом ряду вывязывать наш оранчик. Итак, вот начинаем вязать следующим образом. 5 петель у нас всегда будут идти резинкой. Первые вот эти 5 петель, они всегда идут резиночкой, так же, как мы их вязали. 1, 1. Провязываем. 1, 2, 3, 4 и 5. Кошку заперла, чтобы она мне не мешала. Она возмущается. Дальше вяжем 1 изнаночная, это наш узор. Берем дополнительную спицу, снимаем 2 петли на дополнительную спицу. Перед работой, я вот так делаю, да, чтобы они никуда не делись. Спица перед работой. Провязываем 2 петли лицевыми, которые у нас здесь идут по рисунку. Слишком здесь не затягивайте вот эту вот нить, чтобы потом не было, ну, таких стяжек. Иначе они не будут носочки, как бы это сказать-то, растягиваться по ноге. Возвращаем наши 2 лицевые петельки назад и провязываем их лицевыми. 1 и 2. И у нас последняя петелька, это изнаночка, по рисунку она идет. Сейчас еще раз покажу. Дальше у нас идет, начиная с изнаночной, 5 петель резинка. Вяжем их всегда одинаково. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше идет 1 изнаночная, начинается наш узор. На дополнительную спицу снимаем 2 петли. Провязываем следующие 2 петли лицевой. 1, 2. Возвращаем наши лицевые петельки назад. И вяжем их лицевыми. 1 и 2. Закрываем это все изнанкой. Так мы вяжем 1 ряд по кругу. Здесь тоже снимем петельки на дополнительную спицу перед работой, провяжем. И здесь. И довяжем до хвостика. Довязали наш рядочек. Видите, вот у нас она пошла, эта косичка перекрещенная, оранчик. Теперь мы будем вязать следующим образом. 3 ряда мы будем вязать по рисунку и 1 ряд с косой. 3 по рисунку, 1 с косичкой. То есть 3 рядочка вяжем, как предыдущие 3, да, вязали. 5
петель резинкой, потом изнанка и 4 лицевых и изнанка в конце на каждой спице. И 4-й ряд у нас вяжется, перекрещиваются наши петельки с помощью дополнительной спицы. Так мы будем вязать 30 рядов. То есть начиная, я считаю, начиная от того момента, где мы начали вязать узор. Не считаем 2 ряда резинкой первые. И вот от этого ряда мы считаем 30 рядочков. Вяжем. Провязали нужное количество рядов. Вот что получилось у нас. Теперь нам нужно вывязать пятку. Пятку мы будем вывязывать на 22 петлях. То есть вот у нас 44 петельки в общей сложности, по 11 на каждой спице. Нам нужно сейчас, здесь вот мы закончили вязать, значит на следующих 22 петлях мы будем вывязывать пятку. Для этого я переодену на правую спицу петельки с левой спицы соседней. Вот эти 11 петель. Ну, просто для удобства. Переодели. Все. И вот дальше у нас как ниточка идет. Вяжем мы теперь только на этих 22 петельках. Вот эти пока 22 мы не трогаем. Обе спицы у меня боковые, они под низом, ниже рабочей. Вот так я беру для удобства. Первые ряды будет не очень удобно, потом нормально. Вот по рисунку идет у нас лицевая. Вяжем ее лицевой. Изнанка, изнанка. Дальше мы вяжем только резинкой 1-1, так же как мы вязали вот здесь в самом начале. То есть вяжем лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая, изнанка. Начался узор здесь, да, но мы все равно вяжем лицевая, изнанка, лицевая, изнанка. Так мы чередуем до конца ряда. Провязали ряд, разворачиваем работу. Спицы боковые выставляем ниже рабочей и просто вяжем туда обратными рядами. Первую петельку снимаем. И дальше вяжем по рисунку. Вот здесь у нас идет изнаночка, значит мы ее вяжем изнанкой. Лицевая, значит вяжем лицевой. Изнанка, лицевая. Изнанка, лицевая. Так мы будем вязать ряд за рядом, поворачивая каждый раз работу на 22 петлях. Строго по рисунку. Там, где лицевая, лицевая, там, где изнанка, там изнанка. Связать нам надо в общей сложности 9 рядов. Вот сейчас мы вяжем второй ряд. Всего нужно 9. Связали 9 рядов. И теперь нам нужно сделать закругление пятки. Для этого разделяем количество наших петель на 3. Наибольшую часть, 8 петель, мы оставим в середине. Потом 7 петелек и 7 петелек по краям, по 7 петель. Для наглядности я повешивала такие маячки, чтобы вам было понятно, о чем я говорю. И начинаем вязать закругление. Вяжем также точно по рисунку. Резинкой 1-1. Мы провязали первые 7 петель. Правую часть продолжаем вязать дальше. 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот здесь на 8 петле останавливаемся, потому что нам нужно сделать объединение ее с петелькой, как сказать, с первой петлей левой стороны, да, из 7 петель. Значит, мы смотрим, у нас здесь по рисунку идет лицевая, потом изнанка.
Но закрывать мы будем следующим образом эти 2 петли. Если у нас изнаночка, если мы вяжем со стороны изнанки, значит закрывать мы будем изнаночной петлей. То есть берем 8-ю петлю средней части и 1-ю петлю части с левой стороны из этих 7, да, и вяжем изнанкой обе 2 одновременно. Все, дальше мы не вяжем, мы разворачиваем работу и вяжем теперь только центральные 8 петель. 1-ю петлю я снимаю. Дальше вяжу по рисунку, как у меня идет рисунок. Здесь у меня лицевая 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, а 8-ю я объединю с 1-й петелькой вот с этой стороны, да, из этих 7. Получается, если мы вяжем с лицевой стороны, вот она лицевая сторона, значит мы закрывать будем лицевой петлей. То есть берем крайнюю петлю из центральных 8 и 1-ю с левой стороны, да, захватываем 2 петли, провязываем их вместе лицевой. Дальше не вяжем этот ряд, разворачиваем работу. 1-ю петельку я снова снимаю, так, и по рисунку вяжу дальше 8 петель. 1-ю я сняла, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, а 8-ю и 1-ю я буду вязать вместе, но изнанкой, поскольку мы находимся сейчас на изнанке носочка. Связали вместе изнаночной петлей. Разворачиваем работу. Так мы будем убавлять в каждом ряду по 1 петельке до тех пор, пока у нас не останется только центральные 8 петель. Сейчас еще вот эту довяжу. Вот тут уже видно, да, что это последняя 8-я, это 1-я от левой стороны. Мы находимся на лицевой стороне, соответственно, провязываем 2 петли лицевой. Все, видите, у нас закругление уже пошло. Так мы будем вязать центральные 8 петель, пока только они у нас и не останутся на спице. Все, довязали. У меня на спице находится 8 петель. Вот так выглядит закругление пятки. С обоих сторон у вас должна получиться косичка здесь. Вот так пока выглядит наш носочек. Теперь нам нужно снова набрать недостающие петли, которые мы убавляли. Для этого я, вот у нас здесь 8 петель, перейду на середину спицы, то есть провяжу 4 петельки. 1-ю сниму, дальше по рисунку, 2-я, 3-я, 4-я. Вот, и теперь на эти петли, на эти спицы нам нужно набрать недостающие петельки. 4 петли, а нам нужно, чтобы было 11, так же, как здесь и здесь, да? Для этого мы просто берем и набираем по краешку 5, 6, 7, 8, 9, 10 и... Нет, вот эту возьму 11-ю. Вот эту. Вот так возьму ее. Нет, так отверстие большое. Значит, вот эту возьму 11-ю. Здесь просто плотненько провяжу. Вот здесь набрали. И здесь мы набираем то же самое с этой стороны на спицу недостающие петли. Набрали мы необходимое количество петель. И дальше все очень просто. Дальше мы будем вязать так же, как и вязали, резинкой 1-1. Чтобы здесь отверстие не получилось, видите, у нас где ниточка вышла. Я перекину эту петельку на одну спицу назад. И начну вязать, как вязала, по рисунку. Лицевая, изнанка. Все как у нас шло. Изнаночная.
лицевая. Дальше просто считаем, смотрим, да, изнаночная. Здесь лицевую я не так провяжу. Здесь можно перекинуть, конечно, петельку. Вот так и провязать, вот так лицевой, как я привыкла, да. Здесь изнанка. А можно взяться за переднюю стеночку петли и провязать лицевую так, чтобы здесь у нас не получалось отверстия большого. Изнанка. Потому что это петли набранные, их надо провязать аккуратненько. Так, просто перекину. Изнанка. Так, смотрим, все совпало. Дальше идут лицевая, изнанка. Дальше так по рисунку, по кругу и вяжем. Точно так же, как мы вязали до этого. Лицевая, изнанка. Вяжем мы так 18 рядов. Я вяжу 18 рядов. Имейте в виду, что носочек растягивается за счет такой вязки. То есть примеряйте, да. Я вяжу на свой размер 18 рядов. То есть я вяжу до того места, пока у меня не случается мизинец. Вот мизинец у нас случился, да, и потом я начинаю делать убавочки. Вы смотрите на свой размер. Если у вас размер больше, значит вы примеряете до мизинца, сколько вам нужно рядов связать. Если меньше размер, то, соответственно, меньше рядов вяжете до начала убавок. Связали сколько нужно нам было, длину стопы. И теперь мы будем делать убавочки для того, чтобы вывязать носочек. Убавки мы будем делать вот здесь по краям. Вот я с пятки смотрю, да, вот сверху смотрю по краям. Не по центру, нет, по краям. Сейчас провяжу один ряд и покажу, как мы делаем убавочки. Вот эти вот края спиц, да, они у нас боковые, скажем так. Вот на них мы будем делать убавки. 2 петли будем убавлять на этой спице и 2 петли вот на этой спице. Итак, сразу я сейчас делаю убавку. Неважно, как вы будете закрывать. Я вот закрываю все лицевой. И дальше я вяжу по рисунку. Вот видите, я закрыла, да, 2 петельки. Изнаночная, лицевая, изнаночная. И так далее я буду вязать. Вот это я провяжу. Перейду сюда, это провяжу. И не довязывая 2 петли, сделаю убавку. Сейчас давайте довяжу вот сюда и покажу. Вот довязала я, не довязывая 2 петельки. Эти 2 петли я тоже сделаю убавочку. Сразу 2 провяжу лицевой. Все. Ну дальше у нас снова идет, видите, боковинка, да? Значит, здесь мы тоже сразу же делаем убавку на этой спице. То есть тут убавочка, да, осталась. И здесь сразу же я 2 петли захватываю, провязываю лицевой. Вот так у нас пойдет. И дальше я вяжу по рисунку нашу резиночку. Провязываю с этой спицы и с этой спицы, не довязывая 2 петель. Вот у меня осталось 2 петельки, и я их провязываю вместе лицевой. Вот мы связали ряд. Вот у меня хвостик с самого начала, я по нему ориентируюсь. То есть мы сделали 4 убавки. 2 здесь и 2 с другого края. Следующий ряд по кругу я свяжу без убавок, просто по рисунку. Связала я ряд, круг без убавок, и теперь снова делаем убавочки. Снова я сейчас сделала, вот моя ниточка, вот она. Снова я сделаю вот здесь убавки, то есть 2 петли провяжу вместе. Дальше буду вязать по рисунку, вот здесь. Дальше я буду делать убавочку здесь, то есть на обоих концах. Дальше я буду вязать по рисунку и сделаю крайнюю убавочку здесь. Вот приду опять к началу ряда. Следующий ряд буду вязать без убавок. То есть убавки мы делаем через ряд, по 4 убавки на ряд.
Вязать мы так будем до тех пор, пока у нас на спицах, на каждой спице не останется, ну, по 3, по 4 петельки, немножко. Вот на каждой останется, и тогда будем закрывать все вместе. Все, посмотрите, осталось у меня на спицах по 4 петельки. Я уже отрезала ниточку, ну, небольшую, сантиметров 20, может быть. И теперь мы закроем все петли на носочке. Вот таким образом. Можно это сделать крючком, можно спицей. Берем петельку следующую, да, как вот мы вяжем, и протягиваем ниточку до конца. Эту петлю мы снимаем. Следующую берем петельку, зацепляем нить, протягиваем ее до конца, петлю снимаем. Следующую снимаем, следующую снимаем. Так мы сделаем до конца по кругу, пока у нас все петельки не кончатся. После этого я хвостик спрячу и посмотрим, что у нас получилось. Все, носочек наш почти готов. Так вот он выглядит. Если вы не хотите делать вот такую обвязочку ажурную, то можете на этом остановиться и начать вязать второй носочек. Если же вам нравится обвязка, тогда давайте сделаем ее. Берем крючок, ищем наши петельки крайние, да, вот они у нас идут, вот она косичка, петельки идут. И прямо поверх начинаем вязать. Вытягиваем нить, вяжем одну воздушную петлю подъема. И в каждую петельку мы провязываем по столбику без накида. Вяжем свободненько, потому что все-таки это место оно будет надеваться на ногу. Голяшка уже в этом месте расширяется, поэтому не затягивайте. Вяжем так по кругу один ряд. Все, обвязали ряд по кругу, и теперь вяжем сами ракушки. Вот здесь вот в первую от начала петельку вводим крючок, вытягиваем и соединительной петлей закрываем ряд. Одна воздушная петля. Накид. Пропускаем одну петельку в следующую петлю. Вяжем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, накид. В эту же петельку вяжем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, накид, и в эту же петельку вяжем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Пропускаем одну петлю внизу и в следующую вяжем соединительный столбик. Одна воздушная петля, накид. Пропускаем одну петлю в следующую, вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля, накид. В эту же петлю столбик с одним накидом. Воздушная петля, накид. В эту же петельку вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля, пропускаем одну петлю и в следующую вяжем соединительный столбик. Так мы вяжем по кругу, пока не закончится ряд. Ну все, носочки мои готовы. Посмотрите, какие они получились нарядные, красивые. Такой подарочный вариант. Я их красивенько сложу и положу в красивую коробочку. Вот так. И кому-нибудь подарю. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте, пожалуйста, палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Впереди много-много интересного. На моем канале также много-много интересных мастер-классов. Всех люблю. Пока-пока.